Всем здорово, всем хай, это снова я, буду снова сидеть и озвучивать с вами свой спидпейнт, потому что в прошлый раз вы писали, что вам вроде понравилось, что я там что-то бубню на фоне, какие-то там мысли говорю, поэтому сейчас я тоже буду сидеть на фоне, что-то бубнить, говорить про арт, какие-нибудь детальки. Кстати, да, сразу же скажу, я хотела на заднем фоне сделать такой мини-аквариум с рыбками, но потом подумала, что это будет, наверное, перебор, хотя, если бы я сделала, то, наверное, был бы арт вообще по-другому бы выглядел, потому что там же тоже рефлексы есть от стекла, от этого, от рыбы. Блин, что-то я забыла про это. Итак, на этом арте нарисован мой персонаж, маленькая девочка, акула плюс таракан. В совместимости это будет таракула. Ее зовут Энн, она очень любит рыбку, поэтому я ее нарисовала на таком месте, где продается рыбка. Идея, кстати, пришла, что забавно, она пришла именно с рынка. Я недавно побывала на рынке, и мне очень понравился антураж рынка, как там все выглядит, как все происходит, как все продается. Еще и у нас плюс-минус уже светло, солнечно, поэтому было очень прикольно, и мне понравилось, и из-за этого, собственно, и появился этот арт. Очень хотелось запечатлеть эту идею своим таким теплым воспоминанием. Итак, тут я уже сразу приступаю к намечению этого горе-лайна, потому что, честно, я терпеть не могу лайн. Я не кайфую, когда рисую лайн, и когда я его пытаюсь проработать там, все сделать детально, поэтому я сделала более проще. Я просто начала скетчить и старалась скетчить очень ровно, чтобы потом ничего не поправлять. Конечно, у меня это не всегда хорошо получалось, но мне так легче рисовать. Тут я уже делаю рыбку. В своей голове я наметила, что она будет разноцветная. Изначально я хотела сделать фрукты вместо рыбок, чтобы арт был более яркий, более насыщенный, более такой, знаете, более летний. Но по лору, конечно, лучше добавить рыбок, потому что Энн живет на рынке, где продаются рыбки. Поэтому вот она, собственно, плюс-минус сама тут как товар, но она скорее ест весь товар, нежели продает. И, о боже, на этом арте я впервые в жизни использовала референсы, потому что честно, мне было тяжело придумать новый вид рыбы, поэтому я нашла какую-то картинку, где много-много рыбов сфоткано. И я вот по этим фоткам рисовала плюс-минус окраску для рыбок и как они выглядят. И на этапе монтажа, может, я прикреплю, сколько референсов я взяла для рыбок. Вот. И да, я даже нашла какую-то табличку с продажами рыб, сколько там какая-то рыба стоит. Вот ее я, наверное, уже не найду, но если найду, то я тоже ее на монтаже вставлю. Вот, так что впервые я сегодня использовала рефы. Так, кстати, у меня снова будет охрипший голос, потому что я только проснулась и сразу озвучиваю, чтобы сегодня же выложить спидпейнт. Да, тут я уже сразу пошла все постепенно раскрашивать, точнее разделять на зоны, поэтому будет тут все такое прям разноцветное, неподходящее по тему. Тут я сразу... Да, и решила я все-таки не делать лайны для персонажа, потому что не хотелось мне делать ее слишком вылизанной, в отличие от рыбы, которые, в принципе, там будут очень сильно раскрашены, и там, лайн просто для удобства сделан. А тут не хотелось мне, чтобы она выглядела супер вылизанной, и тем более я бы потратила много времени. Да, тут я уже начинаю постепенно плюс-минус рендерить. И я снова прибегла к этому методу, что я сначала все рендерю, а потом делаю освещение. Не знаю, видимо, мне в последнее время это удобно делать. Мне, видимо, не получается уловить атмосферу, поэтому я сначала все рендерю, а потом уже пытаюсь какое-то освещение добавить и плюс-минус оттенки, какие бы я хотела. Кстати, в этом арте я хотела, знаете, сделать атмосферу, как раньше рисовали обложки для манго, для там разные японские арты. Не знаю, почему именно японские, но мне очень нравится, как они выглядят по цвету, по колориту. Не знаю, как это объяснить. Просто атмосфера у японских обложек, там для манг и так далее, она очень такая уютная, добрая.
Не для всех, конечно, манго, но очень хотелось как-то чуть-чуть проникнуться и пробовать сделать в этом плюс-минус стиле такой, знаете. Может, если я найду референсы, я вам покажу, какие плюс-минус обложки. Вот. И поэтому я не знаю, у меня получилось или нет, вы тоже будете это решать. И хотела бы сегодня обсудить... Кстати, вот видите, я, лед начала прорабатывать. Это была самая главный челлендж, который я себе поставила. Потому что при каждом арте я ставлю себе какой-то челлендж, там, что-то научиться рисовать. И в этом арте я хотела научиться рисовать лед, потому что честно, я даже не помню, рисовала я его когда-то или нет. Может быть, я его так отрывками рисовала, либо что. Поэтому в этом арте я хотела научиться его рисовать как-то там. Да, без референсов, я надеюсь, у меня получилось. Честно, я не знаю, но вроде выглядит неплохо. И да, недавно я пришла к такой мысли, что мне очень-очень сильно не нравится, как я работаю с цветом, именно с цветом. Хотя до этого у меня были мысли по поводу, что мне в принципе не нравится, как я рисую. И знаете, что мне помогло? Вот если у вас точно такая же проблема, что вы смотрите на арт и не понимаете, что вам в нем не нравится, а что нравится, и вы такие смотрите и такие, а мне все не нравится. И я, пришла к такому методу. Я надеюсь, что, возможно, вам тоже поможет. Я начала шерстить очень много художников, очень много артов. Я начала смотреть, анализировать, что мне в них нравится и в чем различие, в чем именно это отличие от моего стиля и стиля, так скажем, в принципе, всех артов, что именно мне нравится, а что именно мне не нравится. Вот я разделила два этих пункта. Я взяла кучу артов художников и начала их разбирать, что их плюсы, их минусы. И потом я взяла свой арт какой-то там, вроде предпоследний я взяла, и начала разбирать, а что мне в нем нравится, а что не нравится. И после этих очень многих дискуссий в моей голове и черновика, я писала все в свои заметки, я плюс-минус поняла, в чем именно проблема. Для меня лично проблемы нету мне кажется, у меня все не так плохо с анатомией там и с перспективой. Ну, конечно, на коряво я вот тоже уже вижу, что она чуть-чуть корявенькая, но глобальных проблем, как будто бы они не такие прям явные. Их можно пока опустить. Пока что глобальная проблема, к которой я пришла, к тому, что я не совсем понимаю, как мне работать с цветом, потому что у меня все арты, они плюс-минус то зеленые, то оранжевые, то нет никакого баланса между этим. Поэтому после разбора всех своих плюсов и минусов, когда ты это все разбираешь, ты постепенно понимаешь, ты это начинаешь замечать. И поэтому, хоть и не с первого раза, но будет постепенно получаться как-то это исправлять. Можете взять на заметку. На самом деле мне это очень сильно морально помогло. Даже не физически, не как-то навыками и так далее. Морально реально помогло. Я начала понимать, в чем проблема, а не просто, так сказать, дизить саму себя за то, что я плохо рисую. Поэтому часто вы слышали от меня, что я не люблю и не смотрю на свои арты. Теперь я начала на них смотреть, что, в принципе, наверное, можно считать прогрессом. Тут я постепенно, начинаю уже раскрашивать рыбок. Не помню, говорила я или нет, но я опиралась на референсы. И, честно скажу, я уже тут эти референсы убрала, потому что я перезагружала компьютер и начала раскрашивать просто как помнила уже. Не хотела я очень сильно вникаться в рендер рыб, потому что хотела сохранить их окраску, чтобы было видно их окраску. Признать честно, зря, наверное, что я не углубилась и очень жестко не начала их рендерить, но мне кажется, так тоже неплохо, когда они так, знаете, плюс-минус, не слишком шибко, не слишком жестко отрендерены, чтобы было видно их окраску. Да, добавила я еще холодильник, чтобы показать глубину этого места, небольшую,
чтобы было вот хоть что-то там внутри происходило, хоть что-то. Мне почему-то показалось, что так было бы круто. Еще, да, я уже делаю табличку. Кстати, да, по-моему, я уже говорила, что я табличку нашла реальную с продажами этих рыбок. Еще холодильников добавила в зад. И пакетиков со льдом, чтобы... Мне кажется, у меня какая-то травма тоже. Мне очень важно связать как-то предметы, которые окружают персонажа, и самого персонажа. Добавила я еще тут раков я добавила сюда раков. Кто по гороскопу рак, это для вас специально. Стас! Нет, я не называла тебя рабом. Зачем ты пришел? Стас! Все, спокойствие. Я не про тебя говорила, Стасик. К слову, раз ты пришел, давай с тобой обсудим одну тему. Как ты относишься к гороскопу? И кто ты вообще по гороскопу? То есть ты хочешь сказать, что гороскоп для тебя брехня, правильно? А кто ты по гороскопу, Стасик? Стас сказал, что он дева. Ну, в принципе, тебе подходит. Итак, честно, я тоже сама не верю в гороскопы, но мне просто интересно про них читать. Я в них не верю, но мне просто интересно. Это, знаете, как читать какую-то сказку там на ночь. Либо какую-то... Уж простите меня все, кто верит в гороскоп, я против вас ничего плохого не имею. Точнее, против вашей культуры. Там, не знаю, я не знаю, как это называется. Простите, I'm sorry. Но на самом деле я считаю, что вот такие вот, так скажем, темы, так скажем, штуки, гороскоп, это что-то мифологии, я не знаю, как это называть даже. Я считаю, что они должны существовать, потому что почему бы нет? Людям нужно во что-то верить. И гороскоп, ну почему бы и нет? Но главное, чтобы не до каких-то крайностей, что всех там определять в одну крепенку, это, конечно, плохо. Это, конечно, не есть хорошо. Но если как читать, там реально как какая-то выдуманная, понимать, что это все выдуманное, простите меня, даже если вам все звезды говорят, что я не права сейчас, ну простите, я считаю это плюс-минус выдуманной штукой. Если относиться так, то так будет, правда, легче. Легче понимать людей и не определять их в какие-то группы. Так, тут я уже постепенно все заканчиваю. Добавила полк. Не планировала его добавлять, но казалось, что было бы неплохо добавить пол. Изначально его не должно было быть, просто должно остаться белое такое пятно, чтобы дополнить эту верхнюю левую часть, где белое, по сути, небо. Но добавила все-таки. Захотелось добавить. Еще хотела добавить висюлек, хотела добавить фонариков, да. Но подумала, что я не буду, потому что увидела, что в таких местах, где продают рыбу, висят вот такие фонари. Не знаю зачем, но это выглядит очень-очень колоритненько. Да, тут я уже все доделываю. Маленькие детальки, блики, лед, все, что забыла там еще тогда, когда еще не расставила свет. Так что, да, какая-то такая картинка получилась. Еще добавляю этого от льда, всяких разных эффектов, там пар от льда идет, или что-то такое, холодок. Все, вот. Всем спасибо, кто просмотрел этот ролик. Большое спасибо, что пишете там тоже. Вы писали, рассуждали на тему, уже не помню, какая тема была. Но мы тоже там писали свои рассуждения, мне было очень интересно читать. Так что да, получилось как-то так. Я, конечно, мало поговорила про саму картинку. Но всем спасибо, кто просмотрел. Увидимся на следующем спидпоинте, либо на следующем ролике. Всем желаю хорошего дня. Всем пока.